Я помню тот утренний разговор. Женщина средних лет сидела напротив меня и тихо сказала: «Мне кажется, время уходит слишком быстро». В ее глазах не было паники, только усталость. И именно тогда я понял, омоложение – это не про возраст в паспорте, это про то, как человек живет каждый день. За годы наблюдений, разговоров с травниками, долгожителями и обычными людьми из глубинки, я заметил одну закономерность. Самые молодые люди никогда не гнались за чудом. Они следовали простым правилам, которые передавались шепотом от бабушек к внукам. Первый лайфхак, о котором почти не говорят вслух: утро начинается не с еды, а с воды. Не холодной и не кипятка. Стакан теплой воды с чайной ложкой меда и несколькими каплями лимона. Так делали еще в деревнях, чтобы кровь проснулась, как говорили старики. Второй секрет – дыхание. Я видел мужчин за 70, у которых спина была ровнее, чем у офисных работников в 30. Они каждый день выходили на воздух и дышали медленно. Вдох на 4 счета, выдох на 6. Это простое правило насыщает клетки кислородом, а без него нет молодости. Третий лайфхак – движение без насилия над телом. Ни спортзал, ни рекорды, обычная ходьба после еды. В народе говорили: «Поел, пройди 100 шагов, проживешь 100 лет», и в этом больше науки, чем кажется. Четвертый секрет я услышал от травницы из Карпат. Она сказала: «Хочешь молодую кожу? Начни с печени. Раз в неделю отвар овса, стакан зерен промыть, залить литром воды, томить на медленном огне 40 минут. Пьют теплым, маленькими глотками». Пятый лайфхак. Сон по часам, а не по усталости. Самые крепкие люди ложились до 23:00. Не потому что надо, а потому что организм именно в это время восстанавливает гормональный баланс, влияющий на старение. Я часто наблюдал, как женщины в возрасте сохраняли ясный взгляд. Их секрет был прост: масло льна или тыквы натощак, по одной чайной ложке. Народ знал, жиры – это не враги, если они живые и натуральные. Шестой лайфхак. Тишина. Да, именно она. Старики говорили: шум старит. Каждый день хотя бы 10 минут без телефона, разговоров и новостей. Мозг в это время чинит сам себя. Седьмой, самый недооцененный секрет – благодарность. Я видел, как люди, пережившие многое, выглядели моложе своих лет. Они каждый вечер мысленно благодарили день. Это снижает уровень стресса, главного ускорителя старения. Важно понимать, омоложение – это не таблетка и не крем, это система. Народные средства работают не поодиночке, а в связке с образом жизни. Например, для кожи использовали простой настой: ромашка, календула и липовый цвет. Заварить, остудить и умываться утром. Без химии, без обещаний минус 10 лет, но с результатом, который виден со временем. Для суставов и гибкости теплые ванночки с морской солью и хвоей. Их делали зимой, когда тело особенно нуждается в поддержке. Для памяти и ясности ума настой шиповника. Его называли напитком долгой жизни. Он поддерживает сосуды, а значит и мозг. Я не раз замечал, самые молодо выглядящие люди не спорят с возрастом, они с ним договариваются. Они не ищут быстрых решений. Они возвращаются к простоте, к тому, что работает десятилетиями. Современный мир продает иллюзию омоложения. Народные знания предлагают путь восстановления. И этот путь начинается не в аптеке, а с решения заботиться о себе каждый день, понемногу. Если хотя бы один из этих лайфхаков станет частью чьей-то жизни, значит, этот рассказ был не зря. Спасибо вам за просмотр. Если тема омоложения и народной мудрости вам близка, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». Здесь мы говорим о том, что действительно работает.